помнишь те времена, когда мы с тобой были конкурентами? Конечно, помню, брат, но жаль, что эдиторство уже давно мертво. Но то, как оно изменило наши с тобой жизни, действительно бесценно. Это точно. Но главное то, что пускай мы больше не конкуренты, но так и остались друзьями. Это точно, брат! И еще раз здравствуйте, вы ненаглядные чебуреки. Вы, как всегда, находитесь на канале этого жирного. Ну да. И будем смотреть Сэмона Кула. Да, я его помнил, я всех помнил почти. И вы ж видел вот это видео, я планирую смотреть. И не, вы не подумайте об этом, я не досмотрел до конца. Ну, в общем, с Севеном я знаком, точнее, скажите, как мы знакомы, а там просто один челик сравнил нас с Севеном, говорит, что он выиграл, Севен отрицает, говорит, что я выиграю, короче, да, вот так вот, да, мы знакомы, но не сильно общаемся, как мы с Дэном, в общем, не будем, не будем тянуть хвост за кота, и давайте начнем вот это смотреть. Seven Cool Presents. А, кстати, забыл точно. Точно забыл. Так, перед тем, как мы посмотрим, у него появился такой вот интересный эдит, который... Ой, что я творил? Я ж мог просто вот так сделать. В общем, короче, я не нашел тот эдит, который он сравнил себя с еще одним эдитором. Не знаю, зачем он это скрыл или удалил, ну, в общем, или что-то у них случилось, но мне наплевать. Я оставляю интро, потому что я бескровный и их, ладно, Фу ты, блин. Вот забавный факт, кстати. Вот я узнаю здесь только Шегимена, вот здесь вот он был один из моих кумиров. В общем, в моих ранних днях, когда я делал простые капкут эдиты, я думал, что именно я самый сильный виз-эдитор и самый, ну, креативный. Пока я не наткнулся на видео вот этого здоровяка. Я-то думал, неужели нашел русский эдитор, который делает Align Motion, заглянул в канал, а тут еще такие, представляете? Я такой вот, все. Короче, он меня так смотивировал. В общем, да, вот я теперь тоже через год начал это делать Align Motion. Ну, в общем, да, все. Вот вам интересный факт. О, да, помню этот эдит, помню, это Шегимен. Ага, Вис Editing. Именно им я занимался 2 года своей карьеры из 3. Помните 2023 и 2024 год? Думаю, многие, кто были вайс-эдиторами, помнят то время. Тогда был массовый тренд на вайс-эдиторство. Помните, как... Кстати, сейчас это погода начинали гнобить и Ашуспида уважать. Ну... На русском сегменте все делали сравнение по Брайну Мапсу, мемам, советским ультам, смешарикам и так далее. А помните олдовых эдиторов по типу Вовкина, Компаратора, Артияпи, Шагимена? Шагимен, помню, он один из моих мотиваторов. Помните вообще, как все это было круто тогда? Но сейчас, в 25-м году, как будто бы все это вымерло. Да потому что ты в Ютубе сидишь, господи, Ютуб в шорте сидишь. Вот наткнулся бы в ТикТок, ну, а то и... лучше не надо, лучше оставайся в Ютубе, потому что там есть куча гениев, которые говорят, что Декстер Морган сильнее Годзиллы. Сейчас все старые эдиторы либо забросили канал, либо просто ушли. А я остался. А новых эдиторов практически не появляется. Они в ТикТоке. Да и даже если они есть, то это либо безликие пока-юзеры, либо они также забрасывают это дело и уходят. Еще раз ТикТок. Почему же вайс-эдиторство вымерло? Именно об этом... Вайс? Именно так называется Вайс? А я-то все время называл Виз. Ете твою... Так, тихо, авторские права, так. Что тут произошло? Так. Ох ты, ё-моё! И что тут происходит? Вовкин. Так. И что тут?
Что тут происходит? Вот я задаюсь вам вопросом. Вот если вам говорит сам Террен, у которого это бетки самые обкуренные за всю историю виз, говорит вам, что тут происходит, то действительно у вас реально что-то происходит. Да, блин. Кто они все такие? Все? Сразу скажу, что рассказывать я буду по большей части о русском сегменте. И так, как я все это видел и помню. Виз А почему у него это каждый моменте у него микрофон то ли становится инвалидным, то ли становится гигачатом? эдиты, ну или же сравнения, дебаты, как хотите называйте. Это формат эдитов, в котором сравнивают персонажей под какой-нибудь красивый музон. Поэтому изначально все делали упор именно на изначальную задумку. Но в 22 году все начало постепенно меняться. Тогда этот тренд стал перерастать в нечто большее. Упор стал делаться больше не на саму идею, а на качество ее реализации, то есть на монтаж. Именно тогда стали массово появляться люди, которые посвящали сравнениям всю свою карьеру и весь свой канал. И через какое-то время начался массовый переход в Light Motion. Они перешли где-то в 23-24. Я перешел в Light Motion, когда день прямо в больнице, когда меня ложили, помните? Когда сравнения были лишь трендом, их в основном делали в CapCut, потому что они не требовали какого-то сверхкрутого монтажа. А CapCut это как раз примитивная и легкодоступная программа. Но когда стал делаться упор на качество, Light Motion стал более привлекательным для массы. Блин, если бы Light Motion был бы на компьютере был доступен, если был бы ПК-порт, то я бы произошел Conquestor и Карамели одновременно. Кутеры остались в меньшинстве, а лайтеры стали основной массой эдиторов. Да нет, они же вроде бы... Ну, ладно. И у этого есть две причины. Ну, во-первых, именно Light Motion начал этот переход в качество и зародил критерии монтажа. Потому что там можно было делать всякие крутые переходы, шейки, текста. И многие думали, что в CapCut такого делать нельзя. Ну, слушай, в CapCut можно. Вот я даже некоторый раз так сделал, но в принципе в Light Motion можно, так сказать, плавнее и проще, потому что в Light Motion есть такая штука, которая можно скопировать, например, переход и вставлять в свой эдит. Мол, Light может и так, и сяк, а CapCut это чисто для нубов и новичков. Да ну да, конечно. Вот я могу назвать некоторые эдиторы в CapCut, которые могут превзойти большинство эдиторов в Light Motion. Например, Лики, Антонио, Террен, ну, и как там, Ghost Edits, да, Ghost Edits, или как там его, в общем, не русский эдитор, но все же прикольный челик. А во-вторых, в Light имеется такая вещь, как паки. О, Это да, файлы вот с про это я и говорил только всякими что. монтажными элементами какого-нибудь эдитора, который может скачать и применить в своем эдите любой желающий, если этот пак есть в открытом доступе. Вот так и получается, что у 90% эдиторов нулы и текст в точности как у Conquestor и Derby Edits, которые являются эталонами качества. А Конг так вообще отец Вайс эдиторства по сути. Ну да, он вообще как святой отец, можно так сказать, первобытель, или как там, ну, в общем, первообытающий. В общем, как вы можете его назвать? Эдиторы, которые в основном делают эдиты с помощью паков, называют пака-юзерами. И они составляют самую большую часть эдиторского комьюнити. В общем, постепенно Wise эдиторство переросло из тренда в нечто большее, в некое подобие культуры. Примерно тогда я и начал заниматься эдитами. Эдиторы объединяли А я начал это делать, ну, потому что мне скучно в было. чатах в Телеграме, Блять, фу ты, я хотел туда зайти, господи. Вот The Peters Universal, это один из голов, который я хотел получить. Вот я, где бы я искал это? В самом Телеграме, в Гугле. Ну, в общем, блин, я не находил. Если бы я бы тут находился бы, может быть, это правильное решение, чтобы меня тут не было. Потому что тут это будет тупые мемы, каждый день буду скидывать. Ну, в общем,
Ну, этот канал, я так думаю, забросили. Смеялись, спорили, делились паками, обменивались гифками с бибизьянами, коллабились и стремились. Вот там даже Дэн, мой кореш Дэн Эдис там есть. Помните еще какие культовые песни для эдитов тогда использовали? О, да-да. Вот фу ты... Сэм, ты специально хочешь мне поставить, что ли, а, сучёныш? О, я это помню. Он, Great the Baddest, он тоже один из моих мотиваторов и один из любимых эдиторов. А этого я не знаю. Ностальгическая музыкальная пауза В закончилась. эдиторском комьюнити я стал одним из немногих, кто пользовался капкутом, а не алайтом. Вот хотите узнать, какие музыки сейчас пользуются сейчас? Это большинство, типа, джамп-стайлы и хард-треки, короче, там, типа... И меня, блин, до сих пор некоторые спрашивают, когда я перейду в алайт. Ну, думаю, сейчас спрашивать меня об этом не то что поздно, скорее даже тупо. Ладно, отвечу на этот вопрос в последний раз. Я никогда не перейду в Light Motion, понятно? Не кажется, или нет, но Саймон завидует Алан Мошам. Не, я, конечно, предъявления не имею, но просто кажется, по его тональности говорит, что типа, Саймон то, что скучает по своим капку друзьями, и он такой типа, what the fuck, man? Почему вы все переходите до Light Motion? What the fuck, man? Водка закончилась. Раньше я не пользовался лайтом, потому что я тупо не понимал, как и что там нажимать. Честно, тогда я и в капуте практически Я тоже, так сказать, ничего не понимал, но в итоге я сам разобрался. Верно. ни хрена не умел. Но теперь я не пользуюсь лайтом, потому что он мне тупо не нужен. Я могу позволить себе шикарный монтаж даже без него. Я, кстати, могу это повторить. Так вот, Я чисто пользуюсь Light Motion, потому что там это... там, как я говорю, там более плавные, так сказать. Потому что если когда я начинаю повторять эти переходы, то либо получается переходы как в PowerPoint, либо там, в общем, не знаю, но я чисто пользуюсь Light Motion ради ЦК и трясков. почему же вымерло Вася эдиторство? Не вымерла, в ТикТоке до сих пор присутствует новое поколение. Скорее всего, И да, вот, кстати, Саймон тут ошибся. Сейчас, в это время, он это где-то выпустил. 20 августа. То есть в это время уже в ТикТоке новое поколение эдиторов. Эдиторы снова вернулись в CapCut, только уже деградируют на этот раз. То есть нету такого креативного монтажа, а просто там чисто джамп-стайлы и серые ЦК, и там Декстер всех кого-либо побеждает, в общем, да. так получилось из-за того, что многим просто это надоело. Перестало быть интересным, как пока юзерам, так и самостоятельным авторам. Просто эдиты банально всем наскучили. У многих началась лень, выгорание и У меня лень. отсутствие, так сказать, вдохновения. У меня вдохновение есть, но просто Хотя ленивый. разумнее будет назвать это мотивацией. Именно из-за этого кто-то забрасывает канал, ну или просто открыто уходит. Пока юзерам просто это стало казаться скучным и бессмысленным. А вот у Ого. самостоятельных Майкл реально выжил, что ли? эдиторов начиналось самое настоящее выгорание. Потому что они все это делают самостоятельно. И прикладывают немало сил и времени к своим эдитам. В числе этих самостоятельных авторов был я. И, пожалуй, расскажу, как это выгорание проходило. А я чисто оба и соло, и пока юзер, в общем, да, я считаю, я как гибрид. Просто я делаю и летсплей, и реакции, и эдитор, и, в общем, в Википедии есть такая страница гибрид, и, возможно, есть. То в картине должна быть моя аватарка, зеленая птичка, переходящая на мой канал, вы должны подписаться. У меня. Помните же, наверное, тот период, когда у меня на канале стали очень редко выходить видео, когда у меня была лень и, грубо говоря, творческий нестояк. Я тогда сильно устал от эдитов, но сам себя, словно какой-то диктатор, заставлял их делать дальше. Еще я постоянно себя задрачивал из-за конкуренции с другими капкут-эдиторами в плане монтажа, например, Вовкеем, Маником, Владом и другими.
То есть постоянно заставлял себя как-то... Хотите, расскажу вам один факт. Хотите узнать, какой самый первый эдит, который я появился и с кем меня сравнили? ФП Годжо, блин. То есть это чисто... Меня чисто пропускали, так сказать, туториал, и сразу к финальному боссу подошел. То есть это не мой выбор, а меня самостоятельно поставили к новичку, финальному боссу. Тонов, не позволял себе работать в удовольствие. Ведь я же лучший капкут-эдитор, я должен постоянно себе доказывать то, что я такой. Точно, но предполагаю, что у некоторых других эдиторов тоже была такая фигня. Напишите в комментариях, может у вас тоже это было. Лишь спустя какое-то время я смог реабилитироваться и делать видосы больше в свое удовольствие. Реабилитироваться от чего? В общем, обрел эдиторский покой. Также аудитория, которую ты соберешь за счет эдитов, по сути будет на 95% мертвой и не будет являться ничем больше, чем просто циферки в статистике. Если добавить еще один 7, то получится Террен. Просто по большей части эдиторы не интересны массовой аудитории как личности. Вот так. А зачем им интересна личность, господи? Я не хочу, чтобы обо мне узнали, господи, ей-богу. Мне наоборот нужна анонимность. Вот единственное, что я вам это могу похвастаться, это моим голосом. Имя Севен, real name Саня, приколист, монтажер от бога, комплексует из-за внешки и голоса, ориентация натурал, но может быть и пон. Что это пон? Ты чё? Ты знаешь, вот прямо сейчас ты мне напомнил на Луки. Захар Крамбл Куки. Вот так вот и выходит, что у тебя условно косарь подписчиков, а смотрит тебя из них максимум 20 человек. И это твои кореша. Ну, у меня 1000 подписчиков, и смотрит меня где-то 1001 или 2. И у меня есть даже свои потомки, есть даже. Все не растут, просмотры только падают, а комментариев как кот наплакал. И все они из серии Y edit, Pig edit. Конечно, это надоест многим. Мне прямо сейчас это любой комментарий интересен, хоть это даже Дэн Эдит с каждым видео пишет www. Я прям рад каждый от него это комментарий, потому что хотя бы от этого мне не вызывает чувство, будто я всем никому не нужен. Хоть у меня это никогда не вызывало это чувство, но все же прикольно. Да, сравнения вымерли как сообщество, но как тренд на ютубе тоже вымерли. Ну как тренд? Ну вот недавно, так сказать, год назад Creed Edit 100 миллионов просмотров в ТикТоке набрал. What's your name? Creed! What's your name? Creed! Кажется ли, я слишком сильно рекламирую ТикТок? Я просто говорю, переходите в ТикТок, переходите! Просто тренды на ютубе меняются, интерес аудитории тоже. И набирать популярность стали другие форматы эдитов. Например... Слушай, я вот что вам скажу. Я никому еще не говорил, но знают немногие, но я был в комьюнити Friday Night Funkin' уже как почти 3 года. Например, манго, слайдики и вот это вот дерьмо. Чем дальше в лес, Чем скибидин топ-топ, yes. Oh yes. Нельзя сказать, что YS-эдиторство вымерло и на западном сегменте. Там все-таки сравнения еще более-менее делают. Своих идей... Ну, я понимаю английский язык, I can even understand it, I can even talk perfectly on it. Ну, в общем, вид эдиторства в США... у них осталось, по крайней мере, больше, чем у нас. О, я этого человека знаю, слышал. У них как будто бы эта тема тоже потеряла популярность. А вот у нас все именно что вымерло. Да, YS-эдиторы еще существуют у нас, но их осталось ничтожно мало. Аргентий остался, Тимка остался. Да и, как мне кажется, те, кто остались к сентябрю, уже окончательно уйдут. И не Я до сих пор здесь. останется никого. А я здесь. Севен, ты про меня забыл. И творческого сообщества остались лишь руины заброшенных аккаунтов и упущенного потенциала. Ну, как сказать, ну не прям руины, а просто, так сказать, перешли в новое поколение, так сказать, вступали на новый уровень. Только вместо на новый уровень, а прежний уровень, потому что, ну, сами знаете. Эндинг.
Эпоха вайс-эдиторства прошла, и мы ничего уже не можем вернуть. Единственное, Я что могу мы можем... вернуть. Я считаю эти 2 года, что я занимался эдитами, одним из самых важных периодов в своей жизни. За все это время я кардинально изменился. Мой канал очень сильно развился. Я таким и был дурачком, так и остался дурачком, делающий неуместные шуточки. Я начинал как полный ноунейм, ни хрена не умеющий монтировать и даже грамотно писать. И Да, это уже есть. чувствуешь себя как инфантильный ребенок с синдромом Дауна, школьник, который показывает свои комиксы про драку Сиреноголового и Бенди. У меня есть до сих пор остались видео, которые мои старые видео, которые я опубликовал на ютубе, где я там на телефоне играю в Roblox с помощью Мобизена. Некоторые остались, а некоторые я просто скрыл. Сейчас, пройдя этот эдиторский путь, я стал известным и очень уважаемым человеком, пускай Ну, я не... и в узких кругах, которого признают лучшим капкут-эдитором. Но монтаж у тебя лучше виз эдиторов КК, чем Seven. Лучше виз эдиторов КК, чем Seven я не видел. Ты на 0.5 месте. С тобой познакомились? Помню, как Кис кидал мне твой номер телефона, и я подумал, неужели у тебя появится... Что это только что было? Вот его хвалят, а Севен меня хвалит. Чьи идеи и труд вдохновляли и Вот мотивировали еще. других авторов. Я доказал многим своими эдитами то, что в Капкуте тоже можно творить шедевры. С большинством близких мне друзей я познакомился именно занимаясь эдитами. А у меня много реальных друзей, потому что я социальный. Маник, Влад, Сигмамен, теперь уже Сигарета, Ловес, всех нас... Подожди, я кое-что тут увидел, Маник, подождите. Влад, Сигмамен, теперь уже Сигарета, Ловес... А, женщина! Влад является лучшим моим последователем, и он мне уже как родной сын стал. Сигмамен сопровождал меня практически всю мою эдиторскую карьеру. Мы с ним развивались вместе как настоящие Помню этого братья. чувака. Ловес стала для меня первой настоящей подругой. До нее я вообще с женщинами не общался. Ту-туру-ту-ту-ту. Маник был моим главным конкурентом на роль лучшего капкутера. И пускай этот конкурент ушел, но другом он мне все равно остался. Блин, вот именно этот эдит я хотел искать. Но именно каким хреном он скрыл это? Причем лучшим другом. Да я даже У меня нету конкурентов. Не потому, что я лучше всех. А потому что я хуже всех. Ладно, я просто... Честно, я в Капкуте, в родных днях, я просто был не сильный и не слабый. Можно меня считать слабый из сильнейших и сильный из слабейших. Конкурентов я себя не нашел, потому что у меня стиль эдитора очень странный, якобы говоря, и иногда даже уникальный, потому что... Я в своем мире подкатался вообще. Я обрел огромнейший опыт в монтаже за целых 2 года самостоятельной Ух, практики Билли. без туторов и чьей-либо помощи. В итоге я пришел от неумения экспортировать видео до того, что я способен в Капкуте практически на все что угодно. И превьюшки мои выглядели не вот так, не так, не так, а вот так. А у меня вообще нарезки из видео. Как человек я поменялся еще Во-во. сильнее. Я раньше был малолетним идиотом, который нес всякий бред, считал себя пипец крутым и умным, отчего у меня было достаточно много конфликтов. Со временем я повзрослел, отказался от многих своих старых принципов, обрел критическое мышление и стал Я смотрю, как чужой ребенок начинается первый пубертат. Мне стало легче общаться с людьми, и еще я перестал устраивать себе депрессию в 0 лет. Мне очень О, ну ты молодец, Севен, я тебе прям респект даю. стыдно за свое прошлое. Вот прям очень стыдно. Ты бы себя бы похвалил. У меня юмор в 2020 году был бы вот так вот. Но главное, что я смог измениться и поднялся из грязи. Ну-ка, верни мне картину и то еще раз. Я хотел создавать полноценные видео еще в начале своей карьеры. И сейчас, благодаря эдитам, у меня есть все возможности, чтобы стать полноценным ютубером. Стоит только найти свободное время на создание. До эдиторов я хотел сделать анимации. Но потом я вспомнил то, что я очень плохо рисую даже с раннего лет. Буквально все умели рисовать, кроме меня. Я прям серьезно говорю. И я решил забросить эту идею
И вот сделаю все, что могу, в общем. видосов. Это видео по факту является таким итогом моей карьеры на ютубе. Прощением со старой главой моей жизни и начало новой. Теперь я буду в основном делать длинные видео и развиваться уже в этом направлении. Не, я не ухожу из эдиторства. Блин, эта пицца выглядит вкусно. Я прям, ну... семерка, поделись. Эдиты еще будут, просто они отойдут на второй план, как когда-то из-за них на второй план отошли комиксы. Как я говорил вот в том видео, я хочу набрать живую аудиторию, да и просто делать видосы, которые будут нравиться мне самому. Так, я не рекомендую так больше делать, потому что ты знаешь, какие форчановцы тебя могут это быстренько вычистить. Ну а что меня ждет дальше на ютубе, я вообще не знаю. По крайней мере, я попытаюсь как-нибудь совмещать учебу и создание видосов. Школа как бы уже скоро. Я не могу ничего обещать. Как говорится, поживем и увидим. Это все. Хочу сейчас выразить огромнейшую благодарность всем. Огромное спасибо всем тем, кто поддерживал меня, всем, кто смотрел меня, всем, кто давал мне мотивацию, всем, кто вдохновлялся мной. А где я? Всем, кто участвовал Где в я? моих открытых коллабах. Всем, кто пиарил меня. И еще отдельная благодарность всем, кто просто со мной общается. Motherfucker, где я? Motherfucker! Огромнейшее просто вам всем человеческое спасибо. Без вас Пожалуйста. я бы точно не стал От тем, души. кем я являюсь сейчас или стану От в души. будущем. На этой ноте я, уходя в закат, красиво завершаю это видео. До конца лета осталось всего 2 недели, скоро в школу. Поэтому я желаю вам провести эти последние дни каникул максимально с кайфом. Наша жизнь еще впереди, поэтому нам еще есть куда стремиться. Да и вообще запомните. As we can. Всем удачи и пока. А сейчас 26 марта, господи. Он это на телефоне делал. Ну ты и пупсик. 2К, 60, экспорт. Тынь. И давай, жди это... О, авторские права его уделали. Midnight City. Я вижу, мне не стоит это включать, потому что я не слышу эту музыку, а значит его атаковали авторские права. Final Vault Arc. Так. Упомянутые люди. Так. Так. Un momento, por favor. Извини, мушкет. Вау! Неужели меня добавили? Ух ты, ни хрена себе. А кто же это за красавчик? Ну-ка посмотрим. Вот как видите, я 6 месяцев назад оставил комментарий. Я никуда не уйду, возможно, из-за колледжа. Если ушли друзья, не означает, что ушло все лидерство. Но от видео есть и вправду. Помню. Да ты тигр, конечно. То видос, жаль, только сейчас посмотрел. Посмотрел до конца, ты много писал об видео в моем чате. Не знаю, но лично было интересно посмотреть это видео. Грустные мемы есть и местами ностальгирующие. Надеюсь, что ты продолжишь снимать длинные видео. И просмотров у них будет побольше, чем есть. Удачи тебе. Эдиторство это довольно прикольно. Насчет того, что подписчики это по сути цифры. И просмотры согласен. У самого такое же было. Это я! Сори, что такое лишнего времени не было. Помню. Понимаю, сейчас некоторые эдиторы скатились, к сожалению. И мне больше всего обидно, что эдиторы уходят из Капкута. А так видео имба. Вот его добавили, а меня нет. В общем, что я могу сказать? Сэмон, ты молодец. Я тебе даю респект. Прикольный ролик. Отностальгировали всей души. Прям вообще молодец. Вот такой наш пацан. Я ему руки целовал. Ну вот и главный гость нашей программы это вот такой вот тир-лист, который я создал. Ну можете его видеть, я собрал всего, еще посчитаю, раз, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 эдиторов. И мы будем вместе с ними, ну вот, смотреть активно они, с одежкой, редко выпускает, или вообще забросили канал нафиг. Ну и начиная, как всегда, начиная с меня, конечно же,
Вы думаете, что я редко выпускаю, но на самом деле не так. Я активный, просто я ленивый. И вот так вот. Я зеленый чувачок в зеленом цвете. Все сходится. Следующий у нас президент, это мой младший брат Узбекчик. И вы, возможно, подумаете, что он забросил канал, но нет. Он перешел в ТикТок по другим псевдонимам. Он не скрывает этого, просто он теперь не Узбекчик и не Кливер, а Кловер. Следующий у нас участник это Дэн2Вис, мой корешан. Я могу смело поставить его вот сюда, потому что хоть он и физически сильнее меня в 2 раза или даже 5, но он ленивый джипупель, так что поставим его в лимон. Следующий человек, это первый эдитор, который меня отжарил в эдите Дэн2Виса, это ФП Годжу. Он активный, он меня уважает, мы его уважаем. Он извинился за то, что он превратил меня в жареную индейку. Следующий у нас президент, это Бобер Эдикс. Он сам лично однажды написал мне участвовать в его рулетке, в итоге я своего дебюта и не дождался, а в итоге сам отдал свои концы. Вот так вот. Следующий у нас это Аргентивис. Популярный челик, очень, так сказать, активный, аж очень выпускает эдиты часто. Я его уважаю, он меня уважает, мы все его уважаем. Как и его старший собрат, он тоже активен вместе с ним. И его младший брат КФК, и брат-близнец Тимка тоже здесь находится. Возможно, я ошибся, не лень заходить прямо сейчас на каналы, но в общем да. Ну и их кузен Блэк Неон тоже здесь. Следующий у нас это главный герой нашего видео, это Seven Cool. Я не знаю, куда его поставить, ведь он забросил эдиты и начал делать видео, но между активным и неактивным я поставлю его между ними, именно в лимон. Эдиты забросил, и его дружбан Маник тоже забросил, и вместе с ним еще и забросил делать видео, так что присоединяйся к боберу. Следующий у нас президент это Ленди. Старый псевдоним я не помню, но в общем поставим его вот здесь вот. И следующий у нас президент, это довольно интересная персона под названием Антонио 90. В общем, он довольно интересный человек, хорошо делает эдиты в Капкуте, даже один раз назвал себя богом Капкута. Ого, как высоко с его стороны. Но он действительно хорошо делает эдиты на Капкуте. Он даже был в списке капкутеров, которые мог на изи одолеть некоторых лайтмошенов эдиторов. А я ведь помню, как он один раз создал сообщество, где он создает сериал по эдиторам вместе с моим и братом участием, но он все-таки не выпустил его, гадина. Не расстраивайся, Антонио, судя по твоей аватарке, ты опустил светофор. Так же, как и его младший собрат Лики, тоже прикольный челик. Его назвали королем Капкута. Тоже один из списков, который мог одолеть алайтеров. Так что располагайся со своим старшим братом. Эти двое оказались под красным светом, но не их старший собрат Киф. Он хороший художник и прикольно делает эдиты. В отличие от этих двоих, он делает эдиты через Light Motion, и он активен, так что вот так вот получилось. У старинушки были 3 сына. Старший был умное дитя, средний был и так сяк, а младший вовсе дурак. Вот так вот получилось. Следующий у нас президент это Маккей. Я помню этого человека, и он, наверное, меня уже забыл. Ну, в общем, он в активе. Мы возвращаемся к интересной персоне, а именно самому похотливого эдитора Бьюнес, или же по прошлым псевдонимам Катаклизм. Раньше было известно как обвиняемого в первой части заседания. Ну, в общем, интересный человек. Эдиты странные, что ты вытворяешь. Ну, вот и в конечном итоге отдал свои концы. И вместе с ним пошел и его брат-близнец Шэдоу. Но не их старший брат, который до сих пор в студии. От интересной персоны мы не отстаем, как у нас тут Скьоджу и Кьюи. Они оба очень интересные люди. Вот как я помню, вот это вот сделала эдит, где она меня ушатнула на No Low Div. Я помню, как они один раз удалили свой канал. И вот и тут один день мне написал Дэн Эдитс, говорит мне: Террен, ты не поверишь. Что? Что такое? Скьоджу, он вернулся. Обалдеть! То еще некоторое время спустя: Террен, что такое? Ты не поверишь. Что такое? Кьюи, она вернулась. Зомби! В общем, удалили канал и снова вернулись. И в итоге опять получили бабараночки. Вот так вот получилось.
Мы с Дэном видим эти двое, то же самое, как Амори и Кэл видят Хиро и Мари. Следующий у нас молодой человек, или как же молодой робот, это робот 98. Особо говорить мне его нечего, особенно то, что как я его смотрел в 21 или 20 году, и я помню его даже до того, как он делал эдиты, я могу сказать то, что у него раньше было чувство юмора, общался с фан-базой, но теперь он просто бездушно делает эдиты с одним и тем же стилем, прям как робот. Во время съемок я заметил то, что вот это вот чиш редко выпускает, так что иди присоединяйся к этим двумя. В общем, следующее у нас растение это Шеги Мэн. Я вам говорил раньше, то, что он один из моих кумиров и бустер моей мотивации и креативности, но и, к сожалению, он отдал свои концы. Прям как Suspicious Edits. Следующее у нас это Zane Edits. Вот, буквально самый рандомный эдитор, который я мог подобрать, и то он один раз написал комментарий под моим каналом, и то это был под постом. В общем, он до сих пор активный, так что да. И напоследок у нас это Editor Speaks. Особо мне говорить о нем нечего, но вы уже сами догадались, он тоже мимо кассы. Именно вот такой вот тир-лист получился. Вот так вот интересный, да, вот посмотрите вот сами. Ну, он был прав. Сообщество эдиторов было интересной, короче, временами были веселыми. Мне понравилось. Ну и тут я с вами прощаюсь. Кушайте молоко и пейте фруктов. Да. I like TikTok. I like TikTok. I want big Okay. cock. I What? want big cock. What? I like TikTok. I like TikTok.